Мы продолжаем. Okay. All right. Could I have slide 41, please? Пожалуйста, откройте слайд 41. So this is our framework that we're continuing to use for the 4 skills modules. Это наша структура, которой мы будем пользоваться в развитии навыков в этих 4 сферах. So we've focused on an overview, and we've also focused on mindfulness. И мы фокусируемся на обзоре, и также фокусируемся на осознанности. Right? And the next area that we'll focus on is distress tolerance. И следующая сфера, на которой мы фокусируемся, это терпимость к страданию или к переживанию. So the whole goal of teaching distress tolerance is so the client can stay in the moment without making matters worse. И цель обучения терпимости к страданию заключается в том, чтобы обучать клиента тому, как сфокусироваться в моменте без ухудшения ситуации. So there are 5 different types of distress tolerance skills. И есть 5 основных типов навыков, связанных с толерантностью к страданиям. Okay. This includes crisis survival. What is the first one? Crisis survival, surviving a crisis. Ага. Первая группа навыков — это способность выживать в кризисной ситуации. Number 2 is distracting skills. Вторая группа навыков — это навыки, связанные со способностью переключаться. Number 3 is learning to soothe one's self. Третья группа навыков, связанная со способностью утешать себя. Number 4 is improving the moment. А четвертая группа навыков — это способность улучшать свое состояние в моменте здесь и сейчас. And the last area is thinking of positives and negatives, or pros and cons. И последняя сфера — это обдумывание позитивных и негативных сторон, обдумывание за и против. Slide number 43. Слайд номер 43. Okay. So to help promote survival in the midst of a crisis, Для того, чтобы помочь способствовать к выживанию в кризисной ситуации, we want to help the client change their focus to tolerate this kind of distress more effectively. нам нужно помочь клиенту изменить его фокус для того, чтобы он был способен справляться со страданиями. So here is a list of things that the client can practice. И вот перечень того, что клиент может практиковать для развития терпимости к страданию. So in the midst of a turbulent situation, the client can engage in activities that they enjoy. Переживая сложную ситуацию, клиент может вовлекаться в занятия тем, что приносит ему радость. They can contribute to help others in their own community. Также он может делать свой вклад, помогая другим людям в своем сообществе. They can compare themselves to others who might be less fortunate or in a worse situation. Также он может сравнивать себя с другими, кому повезло меньше, или с теми, кто находился в более сложной ситуации. So, for example, somebody who's struggling with paying their bills. К примеру, кто-то, кто испытывает сложности с тем, как оплатить свои счета, might volunteer at a shelter for those who are poor or homeless. Может пойти и служить волонтером, оказывая помощь людям, которые являются очень бедными или бездомными. The next thing on the list is to
Do something that helps you to laugh or to have a good sense of humor. А следующее это когда мы делаем что-то, что помогает нам смеяться, радоваться, развивает чувство юмора. Next slide. Пожалуйста, следующий слайд. Next would be to push the situation to the back burner for a while. А следующее это отодвиньте на время свою ситуацию на второй план. So to put something else on your mind that is more significant or important for the moment. И когда мы заполняем наше сознание чем-то, что является более значимым в этот момент. Right? Force your mind to think about something else. А когда мы используем наше сознание для того, чтобы думать о чем-то другом. Perhaps a happy childhood memory. К примеру, это счастливые воспоминания из детства. Or the time that you saw a child smile. Или время, когда вы видели, как радуется ребенок, улыбается ребенок. Do something that enhances your sensations of something different. Делайте что-то, что усиливает ваши ощущения физические. Like taking a cold shower or eating something spicy. К примеру, когда вы принимаете холодный душ или кушаете что-то острое. Okay. So these would be examples of skills or behaviors that the client could do to increase their distress tolerance. Это примеры навыков или примеры поведения, которые клиент может применять для того, чтобы развивать свою терпимость к страданию. Mm-hmm. Other skills might include distracting oneself from the situation. А другие навыки включают в себя способность отвлечь себя от какой-либо ситуации. A common behavior among individuals with severe emotional discontrol Типичным поведением, которое есть у людей, у которых сложности с совладанием с тяжелыми эмоциями, is for that person to engage in inflicting pain in their own body. Приводит к тому, что такие люди часто вызывают физическую боль в своем теле. Some people might pinch themselves or cut themselves or burn themselves. А некоторые люди могут укалывать себя чем-то, выжигать кожу на своем теле, резать кожу на теле. The idea is that by experiencing physical pain, you make the abstract emotional pain more real. И это связано с тем, что когда они испытывают физическую боль, это делает более реальной ту эмоциональную боль, которая вызывает у них сильное страдание. These behaviors are very destructive and may be life-threatening. Это поведение является очень разрушительным и даже может нести угрозу для их жизни. So an example of a less dangerous distracting behavior would be something like примером менее опасного, но разрушающего поведения. Distracting behavior, yes? Destructive or harmful. Примером деструктивного или опасного, вредного поведения может быть следующее. Would be to have the client run her hands under very warm water. Когда клиент подносит свои руки к очень горячей воде. Ну, как бы рукой вот проводит под струей воды горячей. The water has to be hot, not so hot that it is damaging to the skin. Эта вода должна быть горячей, но не настолько горячей, чтобы нанести вред коже.
but hot enough that it seems uncomfortable. Но достаточно горячий для того, чтобы вызвать ощущение дискомфорта. Okay? That behavior can now be replaced with replaced for cutting oneself or burning oneself with fire. И это поведение может быть заменено, заменой поведению, когда человек режет себя или выжигает участки кожи на своем теле. It's distracting from the emotional intensity, but it is not damaging to the person. Это поведение отвлекает от переживания эмоциональной боли, но оно не приносит такой сильный, но оно не является настолько разрушительным для человека. Russell, is that like the example of the holding the ice in the hand? Marina? I missed the first part. Mina, could you please say it again? Yeah, is when we saw the video, one of the lady was holding ice in her hand. Yes. That was like a substitute for a better acting feeling. Спасибо, да. И в видео, помните, в видео мы видели, как женщина держит лед в своих руках. Было ли это заменой вот такого болезненного переживания? Yes. Да. The whole idea behind distracting is to substitute a non-harmful behavior for a harmful behavior. Вся идея, которая стоит за вот этим вот подходом к отвлечению себя, заключается в том, чтобы заменить разрушительно опасное поведение, вредное поведение на поведение, которое не является настолько опасным или вредным. So the experience has to be sufficiently intense to distract the client from the overwhelming emotion. Опыт должен быть достаточно интенсивным для того, чтобы отвлечь клиента от таких вот эмоций, которые для него являются чрезмерными. So you might use hot water or ice. Вы можете использовать горячую воду или лед. You might also be able to use a very noxious smell or odor. Также вы можете хотеть использовать какой-то неприятный запах. So on the opposite end of this spectrum would be self-soothing. На противоположном конце этого спектра будет самоуспокаивающее поведение, самоутешающее. So we've talked about crisis survival, distracting, and now we'll talk about self-soothing. Мы говорили о способности проживать кризисные ситуации, о способности переключать себя, свое внимание, и сейчас мы говорим о способности к самоуспокоению, самоутешению. So I'm going to ask you all for some examples in your own personal experience. А я сейчас попрошу вас назвать примеры из вашего личного опыта. What are some things that you might do that are examples of self-soothing behaviors? Примеры того, что вы можете делать, что является самоутешающим или самоуспокаивающим поведением. We have Layla wrote in chat that it's eating something sweet. Лейла написала в чате, что это когда мы кушаем что-то сладкое. Chocolate, eating chocolate. Шоколад. Okay. Yeah. Others? Еще? For example, burn perfume candle, aromatherapy. Зажигаем аромасвеч. Я люблю слушать псалмы или слушать музыку классическую.
listening to songs or classical music. Okay. Рисовать красками. Painting with paints. Yeah. Doing something creative. Заниматься творчеством. How about sala? Ага. Что насчет сала? Я плаваю. I swim. Ah, okay. So would anybody choose sala as a snack that would be self-soothing? Кушает ли кто-то из вас сало как перекус, который будет приносить самоутешение, самоуспокоение? Когда у меня стресс, when I have stress, I really want to eat fat food, but I know this is like stress, and I am forcing myself not to eat fat food. Когда у меня стресс, у меня есть побуждение кушать жирную пищу, но я помню, что это стресс, и я напоминаю себе, что не нужно сейчас кушать жирную пищу. Right. So that's an example of paying attention to good nutrition. Это пример того, как мы можем обращать внимание на делать удачный выбор в плане питания. Right? Sometimes the things that we think bring us comfort also have additional side effects. И часто то, что мы думаем будет утешать нас, ну и то, что нас действительно утешает, имеет при этом побочные эффекты. So we want to make sure that the examples of self-soothing are going to be encouraging but not harmful. И мы хотим быть уверенными, что примеры самоутешения будут ободрять нас, но при этом не будут причинять вред. What are other examples of self-soothing behaviors? Какие еще вы знаете примеры самоутешающего поведения? Домашние животные, pets, Угу. gardening, Угу. walking in the Садоводство, nature. прогулки на природе. Игры с детьми. Угу. Playing with kids. Okay. Yeah, these are all examples of things that can bring us comfort and peace and calm. Все это примеры того, что может утешать нас, давать нам мир, успокаивать нас. Does anyone enjoy looking at the stars at night? Любит ли кто-то из вас смотреть на звезды ночью? It's too cold. Слишком холодно. In the summertime. Летом. I like very much nature, and walking in the nature is very soothing. Also, we have now famous traveling program, and it really distracts and gives great feelings after looking at this traveling program. I forgot how to call it in Russian. Maybe somebody remembers. Ну, я люблю гулять на природе, наблюдать за природой, и также смотреть программы о путешествиях. Может быть, кто-то помнит, как на русском называются эти программы, очень хорошие программы про путешествия. Я люблю наблюдать sunsets, как Закаты. I want you to pause for a moment and consider how you're feeling right now as we're talking about examples of these self-soothing behaviors. How are you starting to feel? Я хочу сейчас попросить вас сделать паузу на минуту и обратить внимание на то, как вы чувствуете себя, как вы начали себя чувствовать, когда мы стали обсуждать то, что приносит вам удовольствие. Calmer, and I even have read somewhere that
when people just think of walking in the forest, their blood pressure normalizes. Я чувствую себя спокойнее, и я читала, что когда люди даже просто думают о том, как они могут гулять в лесу, их давление нормализуется. Someone else? Еще кто-нибудь? Когда я думаю о путешествиях, вот этой программе и разных нациях, у меня появляется очень много дофамина, много хорошего настроения. When I think about traveling and this program, and I start to experience a lot of positive emotions and a lot of dopamine. Okay. So we are not even engaged in these self-soothing behaviors at this very moment. А сейчас мы даже не занимаемся этими занятиями, которые приносят нам такое успокоение, утешение. And yet we're already experiencing the positive benefit of these kinds of moments. При этом мы уже испытываем удовольствие от вот этих вот приятных занятий. So А for даже the от мыслей о client, них. so for the client who actually practices these kinds of behaviors, there is tremendous benefit. А клиент, который реально практикует эти виды поведения, для него это приносит очень большую пользу ему. So if you only used one tool from dialectical behavior therapy, даже если бы вы использовали только один инструмент из диалектической поведенческой терапии, and you picked the tool of self-soothing, и вы выбрали инструмент самоутешения, and you worked closely with clients who are overwhelmed, и вы близко работали с клиентами, которые испытывают очень сильные переживания, чрезмерные для них. what do you think might happen after 1 or 2 months of practicing self-soothing? Как вы думаете, что произойдет после того, как такой клиент будет в течение 1 или 2 месяцев практиковаться в самоутешении? What do you think would start to happen with that client? Как вы думаете, что начнет происходить с таким клиентом? He will go quickly into that. Еще раз скажите, пожалуйста. He will go quickly into that. Into this, yeah. Он быстро войдет в это состояние. What do you think might happen? Substitute destructive behavior with this positive behavior very quickly. Он очень быстро сможет заменить саморазрушающее поведение на такое конструктивное поведение. What do you think might happen to the client's outlook on life? Как вы думаете, что может произойти с тем, как клиент смотрит на свою жизнь, как он оценивает свою жизнь? More optimistic. У него будет более оптимистичный взгляд. Да. Very nice. Да, замечательно. Может So the быть, он last area that подумает, we will Что? Кто-то начал говорить Алла, Marina, по-моему, was there something there? I think ну, somebody может быть, started to он talk. начнет думать о том, что не все так плохо и что-то можно уже менять.
Maybe this client will begin to think that everything is not so bad as it seemed to him before, and it's possible to change something. Yeah, that would encourage hope, which is tremendously powerful in our lives. Да, да, это будет способствовать усилению его надежды, что является очень мощным источником нашей жизни. So the last area for distress tolerance that we will discuss И последняя сфера, связанная с толерантностью к страданиям, терпимостью к страданиям, которую мы будем обсуждать, is the area of considering pros and cons, or positives and negatives. связанная с размышлением над позитивными и негативными сторонами. So this exercise is very straightforward for the client. Это упражнение очень такое однозначное для клиента. So the client simply writes down the positives and negatives associated with being in the situation. А клиент просто записывает позитивные и негативные аспекты, связанные с его участием в ситуации. Okay. What's positive about my continuing to be in conflict with my mother? А что является конструктивным из того, связанным с тем, что я продолжаю пребывать в конфликте с моей мамой? What is negative about my continuing to be in conflict with my mother? Какие негативные аспекты вот этой ситуации, когда я продолжаю конфликтовать, быть в конфликте с мамой? What happens if I do nothing? А что произойдет, если я не буду делать ничего? What happens if I take some steps to move forward in the situation with my mother? А что произойдет, если я предприму некоторые шаги и продвинусь вперед в ситуации с моей мамой? How will I continue to be in the midst of this situation? А как я могу продолжить оставаться в середине этой ситуации? It's the process of giving consideration to the positives and negatives that allows the person to continue to be in that moment. Это процесс, связанный с размышлением над тем, что дает возможность человеку пребывать в этом моменте. Mm-hmm. Again, stress И далее стресс interferes with, it interferes with or gets in the way of our ability to see options and possibilities. Стресс часто мешает, создает препятствия с точки зрения нашей способности видеть возможности. This exercise of listing positives and negatives teaches the person that they can exist in that moment and still be okay. Обучение человека позитивным и негативным аспектам ситуации помогает ему привыкать к тому, что он может быть в каких-то сложных ситуациях, и все равно с ним будет все в порядке. We don't have to make the moment go away in order for us to be okay. И мы не всегда должны делать так, чтобы вот конкретно та или иная проблема исчезла. Это не всегда возможно, да, и при этом мы можем оставаться в полном порядке, несмотря на ситуацию, в которой мы находимся. Okay. Now we're going to move on to the third module, that is emotional regulation. И теперь мы переходим к третьему модулю, это эмоциональная регуляция. Okay. And for this, Dennis will be looking at the slide number 45, and also going to the Positive Psychology webpage.
И для этого мы рассматриваем слайд 45 и также переходим к веб-странице на сайте позитивной психологии, Positive Psychology. Have you got slide 45 on your screen? Yes. Let's see. I do not. It would be the next one. Следующий, пожалуйста. Yes. Okay. So some key skills for emotion regulation Ключевые навыки. include the following. Ключевые навыки регуляции эмоций включают в себя следующее. The first skill is to be able to identify and label emotions. А первый навык связан со способностью определять и обозначать эмоции. This ability to identify and label emotions is a chronic difficulty for many adults. А способность определять и обозначать эмоции является chronic ability, you said? Chronic difficulty. Difficulty. Для многих взрослых людей является, они испытывают хронические сложности вот в плане вот этой вот способности определять и обозначать эмоции. It is very difficult in our cognitive development and psychological development to understand how emotions work. И очень сложно в контексте нашей когнитивного развития и психологического развития, очень сложно понять, каким образом функционируют наши эмоции. So we develop language abilities early in life. В раннем возрасте у нас развиваются способности языковые. We experience emotions and primarily at younger ages translate those emotions to physical experiences. Мы проживаем эмоции и в раннем возрасте переводим эти эмоции на язык физического опыта. So it would not be unusual for a child who feels afraid or anxious or sad to say that his tummy hurts. И для ребенка, который испытывает дискомфортные эмоции, например, он боится чего-то или грустит, или испытывает какое-либо другое напряжение, для него очень типичным будет сказать, что у него болит животик. Children have the ability to communicate, but also are thinking in very concrete terms. Дети способны коммуницировать, но они мыслят, используя очень конкретные термины. It is not until the early adolescent years when we develop the ability to think more abstractly. И только в раннем подростковом возрасте у нас развивается способность к более абстрактному мышлению. Right? Our emotional experiences are not rational experiences, and they are difficult to describe using rational language. И наш эмоциональный опыт не является рациональным опытом, и поэтому нам сложно описывать наш эмоциональный опыт, используя рациональные языковые обороты. So clients who have experienced traumatic situations, клиенты, которые пережили травматические ситуации, clients who have grown up in an emotionally chaotic environment, клиенты, которые выросли в среде, которая является хаотичной, эмоционально хаотичной, or clients who have experienced inconsistencies in key relationships,
Или клиенты, которые пережили непоследовательность в их отношениях, ключевых отношениях со значимыми близкими, may experience a broad range of emotional difficulties and not have the skills to be able to identify or classify those emotional experiences. эти клиенты могут испытывать огромные эмоциональные сложности, и у них могут быть очень плохо развиты навыки для того, чтобы классифицировать, описывать и как-то конструктивно проживать вот эти вот сложные ситуации. Further, there may have been some family rules about the experience and expression of emotions. Более того, во многих семьях есть семейные правила касательно того, как можно, да, как условно можно позволительно в этих семьях проживать и выражать эмоции. Some of these rules might be supported by cultural values as well. Некоторые из этих правил могут поддерживаться культурными нормами. In some families and some cultures, there are strict prohibitions against experiencing and displaying negative emotion. А в некоторых семьях, в некоторых культурах есть строжайшие запреты, связанные с тем, как выражать негативные эмоции. So something as simple as giving a list of emotions for the client to practice with may be very powerful. И что-то такое простое, как предоставление клиенту перечня эмоций для того, чтобы клиент мог тренироваться в их применении, может быть очень мощным инструментом. There are many examples that have public access through the internet. Есть множество примеров, которые публично доступны в интернете. It should be very simple for you or the client to search list of emotion words and to obtain such a list. И очень легко найти перечень эмоций и найти в интернете примеры перечней эмоций и скачать их оттуда. So I've had clients print a copy of this list and carry it with them. У меня есть клиенты, которые распечатывали такой список и приносили их. And they use this list to identify emotions in different situations. И они использовали этот перечень, носили его с собой для того, чтобы определять эмоции в различных ситуациях. I had a couple who used this tool for about 6 months at home. И я работал с парой, которая использовала эти инструменты в течение 6 месяцев у себя дома. So during conversations they would have that used to result in arguments. И во время ситуаций каких-то сложных они использовали этот перечень для того, чтобы разрешать конфликты, какие-то сложные. They would pull out their list of emotions and identify those in conversation with each other. Они доставали свой перечень эмоций и определяли эти эмоции в процессе разговора друг с другом. They learned not only to express those emotions more carefully and effectively, они обучались тому, как выражать эти эмоции более бережно и более эффективно. but they also learned to listen to each other more carefully. И они также учились тому, как слушать друг друга более внимательно. They practiced listening with empathy and compassion. Они тренировались в том, как слушать с эмпатией и состраданием. And they found that they could exhibit more care toward each other.
И они чувствовали, что они могут заботиться друг о друге. Okay. The next part of emotion regulation includes having the client identify obstacles that they face to changing their emotions. И следующая часть, связанная с эмоциональной регуляцией, связана с тем, как помочь клиенту определять препятствия на пути к изменению эмоций. Okay. Oftentimes, clients who have experienced emotional turmoil do not believe that they can change. Клиенты, которые испытывали большие эмоциональные трудности, часто не верят, что они могут измениться. Sometimes when a person is feeling sad because they have lost a loved one, they may feel yes. Russ, the sound was bad. Could you please repeat? Okay. For example, when someone has experienced the loss of a loved one, к примеру, когда кто-то пережил потерю любимого человека, they may feel the only possible emotion is sadness or grief. Этот человек может чувствовать, что единственная возможная эмоция в такой ситуации — это грусть или горевание. It's possible that while feeling grief, one also might feel appreciative or happy. И возможно, что человек, который проживает горе, может чувствовать, что он одновременно ценит что-то, или даже в какой-то момент он может испытывать счастье. Okay. So in the midst of grieving, we can also increase positive emotional events. И даже в середине проживания горевания мы можем все равно переживать позитивные эмоциональные, иметь позитивный эмоциональный опыт в связи с приятными событиями. We can share stories of the loved one that remind us of those positive things. Мы можем делиться с другими историями о наших любимых людях, которые напоминают нам о том позитивном опыте, который у нас был. So we want to increase mindfulness to current emotions. И мы хотим помочь человеку взрастить осознанность в плане эмоций, которые у него возникают. I may not just be feeling angry about something. Я могу не только испытывать злость по поводу чего-то. I may be experiencing several different levels of emotion. Я могу испытывать несколько разных эмоций на разных уровнях. Teaching clients that there are different levels of emotion can be very helpful. Обучение клиентов тому, что есть разные уровни проживания различных эмоций, тоже является очень полезным. Sometimes we talk about primary emotions and secondary emotions. И иногда мы говорим о первичных эмоциях и о вторичных эмоциях. We're going to take a break, and when we return from our break, we will discuss primary and secondary emotions. А сейчас мы сделаем перерыв, и когда мы вернемся с перерыва, мы будем обсуждать первичные и вторичные эмоции. We'll also be talking about a diary card for learning how to process emotions more effectively. Мы также обсудим вариант карточки по типу ведения дневника, да, вот такого типа карточки, для того, чтобы прорабатывать эмоции. And we will also be concluding our next segment with a discussion of interpersonal effectiveness.
И следующий наш сегмент мы завершим с обсуждения межличностной эффективности.